Здравствуйте! Добро пожаловать в Академию китайской кухни Цзиньшидао. В прошлых видео мы готовили многие блюда. Си-хонг-ши чао鸡蛋, чао чжима, цу-лю байцай, цяо-ян могу. Наверное, вы уже заметили, что в транскрипциях названий блюд есть и такие знаки. Что это такое? Это знаки тонов. Дело в том, что в китайском языке каждый слог произносится в определенном тоне. Один и тот же слог, произнесенный в разных тонах, может иметь совершенно разный смысл. Например, «вэн» – это спрашивать, «вэн» – целовать, «чу-ти» – это тема, а «чу-ти» – уже свиные ножки. Поэтому, чтобы не было недоразумения в разговоре, особенно важно произносить каждый слог в правильном тоне. Понимаю, что это для вас новые понятия в языке, но не бойтесь, досмотрите это видео до конца и увидите, как на самом деле легко произносить тоны. В китайском языке всего 4 основных тона. Возьмем как пример слог, состоящий всего из одного звука «а». Первый тон ровно от начала до конца «а». Часто люди делают такую ошибку «а». Это неправильно. Запомните, не надо повышать или понижать голос в конце. Обязательно держите ваш голос ровным, а не надо туда-сюда, как в американских горках. Читайте за мной еще раз. Второй тон постепенно поднимается снизу вверх. Чтобы было легче поднять голос, лучше начинать голосом, который чуть-чуть ниже вашего обычного голоса. Иначе будет так. Тяжело. Читайте за мной еще раз. Начинаем пониже. Третий тон. Сначала идет сверху вниз и немножко держите голос в самом нижнем уровне, а потом коротко идет вверх, как хвостик. Читайте за мной. Четвертый тон очень легко произносить. Он просто быстро и резко идет вниз. Без сомнения. Чтобы было легче понизить голос, лучше начать чуть выше вашего обычного голоса. Иначе будет так. Тоже тяжело. За мной читайте. Начинаем повыше. Теперь читайте все 4 тона за мной. Сейчас вам уже будет легче понять разницу между словами, которые были в начале этого видео. Например, «вэн» – 4-й тон, а «вэн» – 3-й. Послушайте еще раз. «Вэн», «вэн». В слове «чу-ти» «чу» – это 3-й тон, а «ти» – 2-й. А в слове «чу-ти» «чу» – это 1-й, а «ти» снова 2-й. Еще раз слушайте. Чу-ти, чу-ти. Кроме 4 основных тонов, есть еще так называемый нулевой тон. В этом тоне слог произносится легко и коротко, как точка. Высота голоса зависит от предыдущего тона. Поэтому для демонстрации сразу возьмем слово из 2 слогов. Например, «спасибо» по-китайски будет «сеси». В этом слове оба слога одинаковые, но при этом первый слог произносится в 4-м тоне, а второй в нулевом.
Послушайте еще раз и сравните звучание первого и второго слогов. 谢谢. Еще раз. 谢谢. Вот, это все для первого знакомства с китайскими тонами. Не так сложно, как часто испугаются люди. Больше тренируйтесь читать за мной в моих видео. Уверена, что вы обязательно станете мастером китайских тонов. Увидимся в следующий раз. 再见.